Дорогие друзья, меня зовут Елена Руколь, и сегодня хочу с вами связать вот такой красивый и простой трилистник. Я подготовила для вас их в разном цвете. Вы можете выбрать буквально любой цвет и выполнить вместе со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать в комментариях, что у вас получится. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашего трилистника с 6 воздушных петель, замкнутых кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим крючок в первую воздушную петелечку и выполняем соединительную. Далее в наше колечко мы будем провязывать 9 столбиков без накида. Перед этим я выполняю воздушную петлю для перехода к моему ряду столбиков и выполняю 9 столбиков. Считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9 столбик я выполнила в колечко. Далее я пропускаю воздушную петлю, ввожу крючок в вершинку первого столбика и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я приступлю к выполнению лепестков. Воздушная, ввожу крючок в вершинку этого же столбика, выполняю столбик без накида. Далее арочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок 1, 2, придерживаю пальчиком и ввожу крючок в вершинку этого же столбика, куда мы только что провязали. И буду провязывать 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик незавершенный и второй. У меня столбики с общей вершинкой и общим основанием. Далее 3 воздушные петли, и я приступлю к провязыванию лепестков. Первый листик в трилистнике я выполняю в виде навязки, так же как и второй и третий. Всего у нас будет 3 листочка. Смотрите, первую навязку я выполняю над вот этим столбиком. Я беру поудобнее, вот таким образом. И теперь выполняю все столбики незавершенные. Столбик, 3 столбика с 2 накидами. Просто считаем. 1, 2 и 3. Далее у нас будет 3 столбика с накидом незавершенные. И считаем. 1, 2, 3. И далее столбик без накида незавершенный. Он у нас с вами вот таким образом провязывается на воздушной петелечке. И что я делаю? Я теперь по 2 петли буду провязывать на крючке и считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнила. Теперь очень внимательно. Я разворачиваю работу, вытягиваю нить, точнее крючок, а нить я закидываю за работу и ввожу крючок заново. И буду провязывать точно так же все, только уже над другим столбиком. Я выполняю 2 накида на крючок, ввожу крючок под второй столбик и считаю. 1, 2, 3. 3 столбика с 2 накидами незавершенные. Далее 3 столбика с накидом. И я считаю. 1, 2, 3. И мой столбик без накида на воздушной петелечке. Он у меня патентный.
тоже я не завершаю его выполнение, а буду завершать уже провязывая по 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Очень внимательно. У меня на крючке 3 петелечки, я провязываю их вместе. Далее воздушная петля, я работу разворачиваю и ищу мою арочку из 3 воздушных, ввожу под нее крючок, выполняю соединительную. Далее воздушная петля, и я ищу вершинку моих 2 столбиков. Ее хорошо видно, вот она прямо вытягивается. Я ввожу крючок, выполняю соединительную. Далее я делаю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываю столбик без накида сюда же, куда мы с вами провязывали все столбики. Мой первый листик в трилистнике готов. Показываю изнаночку. У нас с вами вот такие красивые арочки образовались. Вы можете в дальнейшем потом за счет этих арочек закреплять этот трилистник или в ирландской технике в сеточку и так далее. Я покажу, как приступить к выполнению следующего листика в трилистнике. Первый готов, нам надо выполнить еще 2. Я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Все мы как и делали ранее. И 2 столбика с 2 накидами. Первый незавершенный и в эту же вершинку второй. Общая вершина, 3 воздушные и навязки на наши столбики. Все 3 листочка выполняются одинаково. Я выполнила 3 красивых объемных листика по изнаночке. И после того, как я выполнила столбик без накида в уже провязанную вершинку, я продолжаю работу. И смотрите, я дальше буду провязывать столбики без накида. 1, 2, 3 выполнила. Далее я выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных. Можете выполнить больше. Ввожу крючок во вторую петлю от крючка и буду провязывать столбики без накида. Вот таким образом. В каждую петелечку я провязываю по 1 столбику. Выполнила. Далее я захватываю вершинку вот таким образом, как будто вы пико провязываете. Захватываю рабочую нить и выполняю столбик без накида незавершенный. Далее второй столбик без накида незавершенный и общая вершинка. Далее у меня еще будет несколько столбиков без накида. 1, 2. И я ввожу крючок в вершинку столбика, который был провязан у меня в начале самого моего ряда. В начале ряда, да, выполнили. Ниточку я могу обрезать. И посмотрим, что у меня получилось. Вот такой трилистник красивый. Я поправляю лепесточки. Вы можете выполнить абсолютно в любом цвете. Я сейчас покажу. Темно-зеленый, да, яркий такой. Можете выполнить с более тонкой пряжи. Это будет у вас тогда трилистники для ирландского кружева. За счет вот этих арочек вы можете вязать полотно. А так можно просто украсить любое изделие. Добавить цветочков или просто использовать одни трилистники. Творческих вам успехов! Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать в комментариях, что у вас получилось.